Всем доброго времени суток. Вы на канале Дача Лайф. И сегодня у нас речь пойдет о золе. Золе с наших печек, с различных котлов там и так далее, которые топятся дровами. Подчеркну, дровами деревянными. Возможно, сжигание там травы или еще каких-то растительных остатков для удобрения голубики. Многие сразу кидают меня тапками, что зола у нас щелочное удобрение, имеет щелочную реакцию для голубики, она абсолютно непригодна. Совершенно верно. Она непригодна для голубики, но я вам расскажу, как сделать так, чтобы она была пригодна. Мало того, что пригодна, еще и очень полезна для голубики. Вот так у нас выглядит зола. И чтобы ее подготовить к такому процессу, в общем-то, приготовление и изготовление из нее удобрений для голубики, нам понадобится водичка, желательно теплая, которую мы, естественно, эту золу должны залить. В какой пропорции, в принципе, не столь важно, но как бы, чтобы она растворилась полностью. Растворимость золы очень высокая, потому что основная доля ее составляет карбонаты щелочных металлов, в качестве основного которых у нас исполняет карбонат калия. Именно этим и ценна зола. В ней содержится куча, конечно, микроэлементов, как полезных, так и вредных. О вреде золе будет отдельный ролик, поэтому не забываем подписываться на канал. Скоро выйдет ролик, как из вредной золы сделать безвредную. Пока мешаю, расскажу, что вредная зола — это когда вы сжигаете в котле какие-нибудь, допустим, рамы оконные и так далее, в которых краска неизвестного происхождения. И естественно, что в ней будут содержаться какие-то тяжелые металлы. Но это еще не все. Я живу в Беларуси, и мы, извините, живем после Чернобыля. И даже обычные дрова содержат радионуклеиды. Они точно так же будут присутствовать в этой золе в концентрированном виде. В общем-то, свою золу не исследовал счетчиком Гейгера, но возможно, что остаток там есть. Ну вот, мы золу растворили. Естественно, в золе содержится уголь и нерастворимые соединения какие-то. И причем в дальнейшем в ролике я вам объясню потом уже про вредную золу, почему мы именно ее растворяем. Это один из этапов. В общем-то, после этого мы ее уже подготовили. Такой фильтрик, обычную тряпочку ХБшек. И нам надо это все дело процедить. Это обязательная процедура. То есть, если вы ее не процедите, вы не получите никакого положительного эффекта, возможно, даже отрицательного. Почему? Объясню опять-таки в следующем ролике про вредность золы. Потому что зола не такое безобидное, как нам кажется. То есть вот заливаем, и мы будем использовать только фильтрат от этой золы. Все, ждем и продолжим. Вот, пока оно фильтруется, сейчас попробуем вам поднять, показать. Смотрите, вот что сверху, да. И вот, видите, снизу у нас получается такой более-менее прозрачный раствор. Естественно, с какими-то мелкими частицами, потому что просто обычная ХБшная тряпочка. Но этого, в принципе, достаточно. Если хотите более тщательно, можете через 2 слоя профильтровать. Итак, нам нужен только вот раствор фильтрата. Все остальное убираем. Вот это вот дело использовать никуда не надо. Можете отжать, конечно, если вам там сильно жалко уже это все. Куда это девать? Не знаю, выбросьте в мусорку. Можете использовать в идеальном, конечно, варианте. Это просто куда-нибудь, когда что-то бетонируете, залейте вместе с песком в бетон, чтобы это вообще никуда не попало, потому что вот это вот очень вредная штука. Все, это убираем, а с вот этим раствором мы сейчас будем работать дальше. Итак, ребята, вот мы получили фильтрат золы, да, и вот у нас есть такой измеритель кислотности. Опускаем его в этот раствор, и как мы видим, стрелочка у нас зашкаливает. То есть он очень-очень щелочный, естественно, он абсолютно непригоден вообще для использования, для удобрения голубики. И нам его pH просто довести надо необходимо до более низких значений. Для этого мы будем использовать обычный вот столовый уксус. У нас слуцкий, ну неважно, 9%. Чтобы показать разницу, я сразу измерю кислотность его. Он 9%. Вот, опускаем приборчик. Смотрите, за показаниями.
Вот. У нас 4, чуть больше четверочки кислотности. Только что вы видели, что у нас зашкаливал прибор, поэтому прибор работает. Да? Что мы теперь делаем? Мы теперь вот этот растворчик берем. Вот это, смотрите, сейчас должно начаться шипение. Не знаю, начнется нет, но должно. Смотрите. Вот. Особо не шипит. Ну, эффекта нет, зато все честно. Вот. Реагируют, какие-то пузырьки пошли. Вам, наверное, не видно. Я вижу пузырьки вот меленькие, мелкие очень идут. Раствор вот мутнеет и просто начинает все это дело проясняться у нас. И мы вот это вот дело добавляем. В идеале, конечно, кислотность просто контролировать, перемешивать. Но если у вас даже нечем контролировать, просто дожидаемся исчезновения пузырьков. Смотрим, смотрите, у нас кислотность уже на уровне, вот немножечко еще растет, потому что идет реакция. Поднесу поближе, смотрите, она даже меняется чуть-чуть. И мы вот ждем ее стабилизации. Вот, она застабилизировалась. После этого, естественно, ну, по уму, конечно, его надо промыть, но не затягивать ролик не хочется. Добавляем еще уксуса и перемешиваем. Вместо уксуса, конечно, если вам денег не жалко, можно использовать целесообразно очень, либо, вот уже четверочка у нас почти показывает, целесообразно очень использовать либо лимонную кислоту, тогда мы еще дополнительно как бы получим хелаты, да? В общем-то, либо серную кислоту, тогда мы получим сульфаты. В частности, сульфат калия, который, в общем-то, голубике очень-очень полезен. Да? Видите, реакция еще идет, поэтому кислотность растет. В общем-то, поэтому уксуса мы добавим еще больше, конечно. То есть мы продолжаем добавлять уксус до той поры, пока у нас кислотность не начнет показывать меньшие значения. И у нас не нейтрализуется вся щелочь. После этого наш раствор вполне готов для употребления под голубику. По пропорциям скажу, что где-то стакан золы на ведро воды, в общем-то, в конечном итоге, ну, работать вы можете с меньшими объемами, но потом это все равно придется разбавить на ведро воды. И, в общем-то, время реакции может длиться несколько часов. И вы уже видите по стрелочке, что уксус я подливаю, а у нас кислотность пока еще не падает. Но она стабилизируется. Можем подождать просто, чтобы стабилизировалась. Можем по капелькам, там, по каким-то граммам добавлять. В общем-то, сколько добавлять, вам не скажет никто. Потому что в каждой изоле содержание карбонатов абсолютно разное. Но оно там всегда есть. Видите, продолжает расти. То есть щелочь берет пока что свое. И реакция идет дальше. То есть она возмещает и возмещает. Нам надо ждать того момента, когда кислотность у нас начнет, вернее, pH начнет падать, а кислотность расти. Ну, поскольку ролик длинный вам не нужен, основной принцип вы поняли. Стакан золы на ведро воды, потом гасим кислотность, и после этого мы смело удобряем этим раствором голубику. И она отзовется хорошими урожаями, хорошим ростом, в общем-то, и порадует нас, в общем-то, всеми своими прекрасными свойствами, ягодами, цветением, плодоношением и всем. Ну, кому понравилось, ставим лайки. Скоро выйдет ролик, как обеззаразить золу. Уже упоминал в начале, поэтому подписываемся, не забываем ставить лайки, писать комментарии, давайте обсуждать, в общем-то, все это дальше. Кто что использует и какие еще применения интересные для золы, именно связанные с голубикой, у вас есть. Всем до новых встреч!